Привет, это Дмитрий Колезев. В конфликте с Западом президент России Владимир Путин все активно применяет свое самое эффективное оружие – поставки газа. Находясь в Тегеране, Путин заявил, что «Газпром» вынужден сократить поставки в Европу из-за санкций и поведения европейских лидеров. Фактически это шантаж с двойной целью. Во-первых, сделать Европу более сговорчивой по украинскому вопросу. Во-вторых, через угрозы не дать европейцам отказаться от российского газа в долгосрочной перспективе. В сегодняшнем ролике поговорим о том, какие шансы у Путина в газовой войне и действительно ли Европа обречена замерзнуть без российского газа. Владимир Путин съездил в Тегеран, где встретился с иранскими лидерами и своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Формальный повод для встречи – обсуждение будущего Сирии, а суть поездки – попытка Путина создать какое-то подобие антизападной коалиции на Ближнем Востоке. Но на брифинге для сотрудников кремлевских СМИ, которые сопровождают Путина в поездках, самое большое внимание президент России уделил не этому вопросу и даже не украинской войне как таковой, а перспективам поставок газа в Европу. Заметно, что Путин не только хорошо знает эту тему, но она еще и вызывает у него живейший интерес. Это то, что его действительно волнует. «Газпром» готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли. Неудивительно. Если отбросить разные идеологические конструкции и политическую мишуру, то российский нефть и газ – это ведь почти единственное, чем Путин может пытаться эффективно влиять на европейские страны. Ну, если, конечно, не считать прямой войны. Но начинать настоящую войну со странами НАТО Кремль, к счастью, не решается. Поэтому ведет войну энергетическую. При этом, как и в случае с Украиной, это война без объявления войны. Путин утверждает, что «Газпром» никогда не нарушит своих обязательств перед партнерами. Скажите, пожалуйста, справедливо ли Россию обвиняет в этом энергетическом кризисе и продолжит ли «Газпром» дальше выполнять свои обязанности? Во-первых, «Газпром» всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. Мол, все сложности с поставками исключительно из-за действий самих западных стран. Например, из Канады не возвращают отремонтированную турбину, которая должна обеспечивать прокачку газа по Северному потоку. Там работает 5 газоперекачивающих станций компании Siemens. Одна в резерве. Одна должна была быть отправлена на ремонт. И вместо нее должна была поступить из Канады, с завода Siemens в Канаде, отремонтированная. Вот она оказалась под санкциями в Канаде. Значит, одна станция перекачки, просто одна машина вышла, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала. Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у «Газпрома» нет. Правда, как объясняет эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин в интервью изданию «Репаблик», на самом деле от этой турбины мало что зависит. Цитирую. «Далась вам эта турбина. На компрессорной станции, которая прокачивает газ через Балтийское море, стоит 8 газоперекачивающих агрегатов. И одна турбина в одном из этих агрегатов никакой погоды не делает. Даже ее отсутствие нисколько не должно было помешать прокачке по плану такого объема газа, который требуется для Европы в данном случае, для Германии. Эти турбины, эти компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты, они работают не все сразу, по очереди. Поэтому там вполне можно было бы нормально работать. Так что турбина – это только предлог. Крутихин считает, что на самом деле Путин делает Западу прямые намеки. Не пытайтесь отказываться от российского газа. 21 июля должен закончиться 10-дневный профилактический период, во время которого Северный поток не работал. Пока что это плановое отключение, но европейцы всерьез опасаются, что Россия в нужное время не включит Северный поток, и это будет началом уже полномасштабной газовой войны. В последние годы Европа сокращала потребление российского газа и российской нефти, что Путину, конечно, очень не нравится. Он даже в свойственной ему манере пошутил про любовь западных стран ко всему нетрадиционному, включая энергетику. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии. Но ситуация серьезная.
С началом войны на Западе поняли, что с российской газовой иглы надо слезать как можно быстрее, и составили план ускоренного отказа от российского газа. Это уже вызывает в Кремле настоящее беспокойство, ведь европейский газовый рынок самый прибыльный и выгодный для «Газпрома». Его не заменить ни поставками в Китай, ни внутренним потреблением. Так что Путин, как обычно, пытается силой принудить партнеров к возвращению сотрудничества. Хотите отказаться от российского газа? Ну, попробуйте. Каково вам будет без него? Кто выиграет в начинающейся газовой войне, пока прогнозировать сложно. Это зависит от многих факторов. Но у Европы есть шансы стать независимой от газа из России. За последние годы во многих европейских странах развивалась инфраструктура по приему сжиженного природного газа, который танкерами везут в Европу, в том числе из Соединенных Штатов Америки. Растут поставки газа из альтернативных источников, в первую очередь из Азербайджана. Развивается альтернативная, или как называет ее Путин, нетрадиционная энергетика. Но теперь на фоне украинской войны приостанавливается вывод из эксплуатации старых традиционных станций, угольных и атомных. Европейцам удается сокращать потребление энергии за счет энергосбережения и прямой экономии. Кроме того, европейские газовые хранилища, по последним данным, наполнены уже на 65%. И все это дает шанс, что европейские политики не поддадутся на шантаж Путина и смогут убедить своих избирателей пережить непростую зиму с высокими ценами на отопление, на электричество, с пониженной температурой в домах и с возможным сокращением промышленного производства из-за нехватки энергии. Путин, конечно, будет пытаться всячески использовать своих европейских союзников правых во Франции, в Германии и в других странах, чтобы максимизировать негативные политические последствия энергетического дефицита. Если все же Европа сможет отказаться от российских энергоносителей, то Кремль окажется в сложном положении. Во-первых, пропадет ключевой рычаг давления на Европу. Во-вторых, резко станет меньше денег. Китаю такой объем российского газа не нужен. Да и чтобы построить новые трубопроводы на восток, уйдет лет 10-15. Можно было бы надеяться на рост внутреннего потребления газа и на ускоренную газификацию России. Ведь в энергетической сверхдержаве в Российской Федерации газифицированы до сих пор лишь 70% населенных пунктов, а в некоторых регионах меньше 20%. Однако все это тоже долгая и сложная работа, которой «Газпром» в прежние годы не очень хотел заниматься. Видимо, куда выгоднее было продавать в Европу газ по сверхвысоким ценам. А тут маржа ниже, головной боли намного больше, а геополитического эффекта нет вовсе. На промышленных же потребителей внутри страны надежды тоже не очень много, потому что роста производства, по крайней мере значительного, в России в ближайшие годы не предвидится, скорее даже спад, так что спрос вряд ли будет высоким. Меня лично в этой ситуации радует одно. Судя по словам Путина, он очень надеется продолжить торговать с Европой и всерьез не рассматривает какую-то долгую изоляцию России. Это дает надежду, что апокалиптические прогнозы насчет войны России с НАТО или ядерного конфликта – это преувеличение. Путина, похоже, вполне устраивает роль России как сырьевого придатка. Ему лишь нужно, чтобы при этом к нему лично относились с пиететом и уважением и не мешали наводить свои порядки в той зоне, которую он считает зоной своих интересов. Но теперь есть все шансы, что из сырьевого придатка Европы Россия превратится в сырьевой придаток Китая, который не будет терпеть шантаж и угрозы, подобно миролюбивым европейцам. Так что лет через 15 Россия может оказаться в жесточайшей экономической и политической зависимости от Китая. Путин, правда, до этого вряд ли доживет, но это то наследство, которое он оставит стране. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день выходят разборы важных новостей. Поставьте лайк ролику, если понравилось видео, подписывайтесь на канал и помогайте проекту подписками на Патреоне и на Бусти. Чтобы продолжать снимать и монтировать видео, мне нужна ваша помощь. Все ссылки и реквизиты для донатов будут в описании видео. На сегодня это все. Пока.